Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю для вас потоковое чтение, в котором мы посмотрим с вами знаки судьбы на личную жизнь и ближайшее будущее. Так что настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, на отношения, на работу, на бизнес и получайте знаки судьбы и советы, подсказки, инсайты от высших сил. Давайте посмотрим, что идет. Что идет? А идет время. Видите как? Что идет? Время идет. Время. Либо вы чего-то ждете долго, да, и торопитесь, соответственно, либо теряете время. Вы теряете время пока что. Теряете время, что-то затянулось, возможно, и затянулась ситуация с документами, с перепиской, с какой-то информацией. То есть вы долго ждете как минимум информацию и, может быть, документы, которые вам нужны. Может быть, долго ждете встречи или весточки от какого-то человека важного для вас. Да? Да, здесь весы, здесь или человек ваш партнер, или бизнес-партнер, то есть вам нужны, соответственно, долгое время вы не можете или нуждаетесь в получении информации и разрешительных документов. Разрешительных документов, и, может быть, это какая-то ученая степень для повышения квалификации, да. Ну, в общем, это разрешающие документы и информация о партнере. Может быть, действительно, судитесь долго, да. Вот такое идет. И знаете, единорог, он символ невинности. Я так скажу. Может быть, вы долго кого-то обвиняли еще. У меня такой еще здесь привкус, что либо вас долго обвиняют, либо вы кого-то обвиняете. Но здесь вот эта вот комбинация информация, суд, да, как будто бы, и невинность. Может быть, вы кого-то долго обвиняли, может, вы долго в суде, да, вас обвиняют. Или вы судитесь. Ну и куда ж без отношений? Тут у вас в фоне еще и ну, тут действительно справа какая-то невинность, а слева какая-то затяжная ситуация с документами. И это все на весах. У вас, знаете, у меня такое ощущение идет сейчас, что ваша жизнь, она разделена на две половины. Условно говоря, на отношения, на чистую сторону отношений, и на какие-то проблемы с документами, с судами, с партнером. Вот такое идет. И может быть, это, знаете, как эта ситуация у вас затянулась, и она останавливает вас. Но как минимум она останавливает вас, ну и как в отношениях останавливает, так и вот в этих документах, да, вот такой идет вот момент. Может быть, ваше партнерство очень сильно зависит от не только от общения, да, но и от разрешающей какой-то документации. Окей, давайте тогда смотреть, что долгое время влияет на вас. Долгое время влияет на вас. Ну, еще, помимо информации, помимо того, что мы уже видим, да. Оно влияет, но вы этого не замечаете. Но здесь выпадает род. Но долгое время на вас влияют родственники или кто-то из родственников. Ну и, может быть, какие-то родовые программы, да. Тут тоже это надо смотреть. Письмо и род — это прям родовые программы рядом, да. Хорошо. Как именно род и родственники влияют на вас? Давайте откроем информацию о том, как действительно влияет на вас род и родственники, да? Как это выглядит.
Но эта карта хорошая. С одной стороны, это влияние рода и родственников, оно делает вас сильным. А с другой стороны, оно заставляет вас крутиться по кругу и повторять что-то, да, повторять одно и то же. Поэтому давайте так скажем. Информация о роде и родственниках или от рода и родственников, да, или влияние рода и родственников, вот так, влияние рода и родственников делает вас сильнее, но не дает вам сдвинуться дальше или переместиться дальше, нежели вы находитесь сейчас, потому что вы постоянно вынуждены возвращаться. Вот такой идет поток. Ну и влияние рода и родственников, какое бы оно ни было, оно влияет на ваш союз, на вашу пару и в конечном итоге на то, будете ли вы вместе, соедините ли вы свою судьбу с загаданным человеком или достигнете ли вы партнерского результата, например, в бизнесе, да, в партнерстве. То есть ли у вас власть над этой ситуацией в партнерских отношениях? Вот так влияет на вас род и родственники. Хорошо. Давайте посмотрим информацию о весах, о вашем партнере или о ваших партнерах. Ну, представьте себе, что у вас этот партнер есть, да? Ну, как видят высшие силы вашего партнера? Здесь Феникс. Интересная карта на партнера. Какой бы ни был у вас партнер, карты видят его в процессе очищения или очищенным, или очищающимся, или человеком, который нуждается в очистке. То есть, если вы чувствуете, что ваш партнер чист, значит он чист. А если вы чувствуете, что ваш партнер нуждается в этом, значит он нуждается. Здесь больше интуитивная карта. И я бы так сказал, здесь идет такая комбинация, да, что ваш партнер должен быть чистым. Вот так. Должен быть чистым. Вот здесь невинность рядом. Ну, как минимум, у меня такое ощущение, что вы, ну, не виноваты. Вашей вины здесь нет, это невинность, это ваша карта. А вот здесь как бы избавление от вины. То есть, смотрите, у меня такое ощущение, что вам нужно простить своего партнера. Простить. Поэтому мне и кажется, что он очищен. Когда вы его прощаете, он как будто бы очищен, получается. Понимаете, да? Ну окей. Хорошо. Давайте теперь посмотрим. Давайте теперь посмотрим. Обвиняет ли вас ваш партнер? Смотрите, партнер тут уже букет, но это больше про отношения и как бы чувство вины. Винит ли вас ваш партнер? Винит ли вас ваш партнер? Ну, здесь маска скорее винит. Ну, как минимум, он не до конца искренне и не до конца открыто ведет с вами партнерские отношения. Поэтому винит ли? Да, он может втайне, скрывая от вас, винить вас. Скорее винит. И если говорит, что он не винит вас, то где-то он кривит душой. Хорошо, давайте посмотрим. А за что он вас обвиняет? За что он вас обвиняет? Ну, смотрите, тут нужно понимать, какой у вас характер. Ну, учитывая то, что здесь единорог и цветы рядом, я бы сказал, что у вас характер мягкий. Но он вас может виноватить, ну, или обвинять за резкое, грубое, острое слово, ну и за такой сложный, острый характер. Но опять-таки, если у вас характер мягкий, действительно, и вы этого не делали, тогда он вас будет винить за пассивность. За пассивность, что вы не оказали помощь или ну, не помогли, или не были жесткими, или активными там, где это нужно было бы сделать. Да, вот так. Хорошо.
Давайте посмотрим. А сможете ли вы со временем с загаданным человеком стать родственниками или породниться? Давайте так спросим. Да, здесь стая, и карта, в принципе, на объединение очень неплохая. Поэтому, да, вот с загаданным человеком вы можете быть родственниками, ну и как минимум наладить какую-то связь родственную или семейную. Тут уже смотрите по ситуации. Давайте спросим, будет ли ваш союз скреплен кольцами. Выпадает ритуал. Да, бракосочетание — это и есть ритуал. И очень классная карта, кстати, в контексте выпадает, просто круто. Ну, я скажу так, что если вы поможете каким-нибудь обрядом, ритуалом на объединение судеб, да, на сближение этому процессу, то, скорее всего, у вас будет еще и союз. Окей. Хорошо. От чего надо избавляться вашему партнеру? Партнер и избавление, очищение. От чего надо избавляться? Особенно методом ритуалов, да? От окружения. Сад — это очень хорошая карта, но это внешнее влияние, да? Но оно неплохое здесь. Но от окружения. Какое это окружение? Ну, это больше вот все-таки влияние посторонних лиц, хотя они на вид выглядят достаточно презентабельно, да, или респектабельно, тоже так можно сказать. Хорошо. В чем вам ваш партнер врет? Или что он скрывает под маской, да, вот так? Скрывает женщину. И если вы видите или чувствуете интуитивно, это интуиция часто, что здесь что-то нечисто, то, ну, скорее всего, у женщины присутствие вы чувствуете не зря. Хорошо. Давайте тогда спросим, простить ли вам этого человека? Ну, тут требуется прощение, помните, как бы его надо простить. А вот давайте спросим, вам простить этого человека или нет? Да, есть ли ему прощение? Меч и единорог, да? Да, это еще раз подтверждает то, что прощение, оно каким-то образом запустит некий механизм в вашей судьбе. И вот сейчас мы как раз и спросим, а сам факт прощения вами вашего партнера, какой именно хороший механизм, ну или процесс запустит в вашей судьбе? Ну, смотрите, как минимум, вы сможете лучше себя чувствовать в каких-то некомфортных ситуациях. Вы получите новое видение вопроса, в котором плохо разбирались. Вы будете лучше видеть там, где вы сейчас не видите или, як кажуть, не добачаєте, да, вот так. В вашей судьбе появится новое видение тех вещей, которые вы раньше не замечали. Это вам будет помогать. Хорошо. Нужен ли вам обряд, ритуал на укрепление отношений с этим человеком? Ну, прямо так и спросим. Нужен ли вам обряд и ритуал на укрепление этих отношений? Ну, также можно спросить, нужен ли вам обряд, ритуал на достижение и получение информации и целей, которую вы преследуете в этих партнерских отношениях. Ну, например, на успех в бизнесе, да? Нужен ли он вам? Ну, карта не отрицающая. Я скажу, что да, если вам помогает в этом, подсказывает это сердце, да, если вам это подсказывает сердце, то да, то делайте обряды, ритуалы, они вам помогут. Хорошо. Кто из вашего окружения действительно влияет на эту ситуацию у вас? Это ключевая фигура в вашем окружении или важная фигура, важная персона. Или этого человека считают важным, или он сам себя так считает, важничает, да, ну, что у него есть возможности. Это человек с серьезными возможностями. Или ключевой человек
в окружении вашем. Какое именно влияние оказывает именно эта женщина на ситуацию? Она оказывает гораздо большее влияние, нежели вы видите, замечаете и ощущаете. Не об этом ли видении мы видим в этой карте, да? Не об этом ли видение или невидение, да, говорит нам эта карта? Скорее всего, об этом. То есть, прощая вашего партнера, вы получаете доступ к информации, которая позволяет вам видеть гораздо больше, насколько влияет эта женщина на ситуацию. Насколько она влияет и как именно она влияет на вашу дружбу. Давайте проверять. Насколько она влияет на вашу дружбу. Ой, она, это, знаете, это фатальная вообще карта в этом контексте. Она ее либо прекращает, либо отсекает, ну, либо уничтожает. Коса. Она ее прекращает, да? Коса — это отсечь. Или сделать что-то быстро и резко. Ну, карта неприятная, да? Поэтому эта женщина может губить вашу дружбу, уничтожать ее. Вот так. Хорошо. Чего вы еще не видите пока что? Чего вы пока не замечаете еще? Кота проверяем. Вы не замечаете своих скрытых возможностей, своей силы, но и также какой-то угрозы вам. Кто-то, у кого-то, у какого-то человека есть и в интересах не отдать то, что он охраняет. Услышьте вот этот момент. Любит ли вас загаданный человек? Вот сейчас настройтесь на своего партнера и посмотрим, и это любовь или что это? Ну, тут смотрите, тут пустыня, такая карта, она скользкая. Если этот человек готов ради вас преодолеть самые сложные испытания, тогда да. В противном случае здесь нет любви. То есть, если он вам помогает, ну, может быть, выручает, спасает. Но вот, знаете, вот есть люди, которые, или партнеры, которые вот, ну, похожи на ангелов-хранителей, да. Вот тогда это любовь. А так пустыня, ну, все-таки понимаете, да, что тут один человек идет и ничего больше нет. Соответственно, здесь либо кроме любви ничего нет, либо вообще ничего нет, да. И один всего человек. Тогда он будет любить только себя. Услышали, да? Хорошо. Как вам противостоять этой персоне, у которой так много ресурсов? Ну, смотрите, здесь вам будет нелегко ей противостоять. И знаете, вот есть хорошая пословица: «Умный в гору не пойдет, умный гору что обойдет». Поэтому избегайте этого человека. Не лезьте на рожон, не накаляйте с ним страсти, не светитесь перед ним и избегайте его, да, вот так. Хорошо. Что скрывается на дне айсберга, который связан с вот этой ситуацией, вот этой женщиной? На самом-самом дне айсберга. Как бы первопричина, да? Но на самом дне этого айсберга скрываются проблемы, которые периодически повторяются. Так что эта женщина здесь, она явно лишняя. Хорошо. Чего вам стоит опасаться? Почему я так спрашиваю? Коса, гроб и айсберг. Чего вам стоит опасаться? 3 опасных карты. Или чего вам больше всего стоит опасаться? Луны. Ну, по Луне это ничего, а кого? Женщины. Кого? Женщины. Да, негативная родовая программа по линии матери здесь может быть. Ну, о ней мы говорили ранее. Но это еще может быть и магия или обряды, ритуалы темного характера, да, кладбищенская магия может быть. И, ну, мы не делали сегодня диагностики, так что если вы чувствуете, что у вас действительно какие-то проблемы, лучше пройти диагностику на негатив не на общем раскладе, а на индивидуально. Окей.
какого рода угрозы могут исходить от вот этого дракона. Поэтому вы сейчас, прежде чем я извлеку карту, настройтесь на дракона и представьте себе этого дракона. Кто это, что это, да? Ну, может, это какая-то ситуация, может быть, это один человек, группа лиц или ваш характер, да? Вы ж не, ну, я не знаю, да, это общий расклад. Я вам даю адаптивные интерпретации. Настроились? Давайте смотреть, какая угроза исходит из этого дракона. Еще раз, это может быть ваш характер, а может быть группа лиц или один человек. Здесь выпадает маг, и если вы гадали на себя, то это угроза, это ваша магия, внутренняя сила, внутренняя энергия. Ну а так вообще магия. Или сверхвозможности, сверхспособности. Окей. Сможете ли вы преодолеть эту пустыню, по которой вы как бы идете к своей мечте, к своей цели, к своей любви? Сможете ли вы преодолеть эту пустыню? Настройтесь на свою цель, на свою любовь. Настроились? Открываем. Да, ответ да. Летучая мышь видит даже в темноте, а благодаря вашему прощению у вас освободится какой-то зажим. У вас в ближайшее время произойдет такая ситуация. Может быть, будет больно. Может быть, будет больно. Но в результате этой боли вам потом станет легче. Будет как бы такой, как катарсис вы переживете, и когда вам будет легче, вы по-другому будете видеть ситуацию. Это знаете, как бывает, плохо видишь, да, потом как по звонке происходит что-то, да, или какой-то стресс, и ты потом прямо видишь хорошо при этом. Поэтому, да, вы своей цели добьетесь или получите ее, ну, как бы вы увидите эти пути, и вас будет вести, может быть, высшие силы, могут какие-то обстоятельства, может быть, совокупность высших сил, обстоятельств, добрых людей, ваша сила воли, да, вот такое. Как преодолеть то препятствие, которое у вас на пути? Ну, представьте себе, что у вас на пути какое-то препятствие, да, возникло, а вы еще до конца не видите выхода, да, или пути этого. Какой способ преодоления этого препятствия? Ну, вам просто нужно ехать, да, продолжать двигаться, то есть не останавливаться, а в процессе вы будете преодолевать это препятствие. То есть не отказываться от испытания судьбы. Вы его пройдете, это препятствие. То есть, ну, принять судьбу, принять это испытание, принять препятствие, не отказываться. Да. Ну, давайте. Есть вот эта вот комбинация, да, здесь страшной какой-то опасности, типа магической. Хорошо. Есть ли на вас кладбищенская магия? Давайте так спросим. Прям спросим, но это не диагностика, но тем не менее. Кому не интересно, можете пропустить, промотать. Ну, если вы вот прямо считаете, что я этот вопрос задал четенько, тогда вам интересно было, ну, есть или нет? Скорее всего, да. Стрела. Она здесь больше о таком, знаете, как если на вас делают вуду, иглы, кладбищенские иглы, вуду иглы. И если у вас такие ощущения, что что-то колет, чешется, вот это, вот такое, тогда она есть. Но и опять-таки, если я задал этот вопрос, и вы такие, вот мне это надо узнать. Вот это оно, стрела. То есть я четко задал этот вопрос. Хотя я не планировал сегодня диагностику делать. Опять-таки, это не диагностика, лучше лично проверять. Хорошо. Какая тайна вам скоро откроется? Тайна, которая скоро откроется. Смотрите, гроб открывается, закрывается. Тайна скоро. Тайна скоро откроется. Так и научитесь читать карты. Тайна откроется, как читать карты. Ну, эта тайна, она может быть о магии, да, и о вас лично. Хорошо, давайте посмотрим блиц. Сделаем блиц. Есть ли магия, связанная с мужчиной? Есть ли магия, связанная с мужчиной? В том числе, магичит ли он на вас, например? Или она на вас, мужчины могут посмотреть? Рук изобилия? Скорее да, чем нет. И ее, скорее всего, много. Что вы увидите очень скоро, но это от вас скрыто, вы пока не замечаете. Вы это увидите прямо своими глазами.
Вы увидите успех, удачу, способ достижения цели, способ достижения успеха. Вы увидите оберег, укрепление, усиление, защиту, лошадь, подкову, ну и, возможно, поворот судьбы в лучшую сторону. Увидите ли вы успех и счастье? Деньги? Да. Рядом деньги. Хорошо. В правильном ли направлении вы движетесь сейчас? Скорее да, чем нет. Особенно если вы чувствуете при этом тепло, азарт, энергию и радость. Что скоро произойдет? Вы скоро встретитесь с женщиной, возможно, с пожилой женщиной. Может быть, вы встретитесь с какой-то ведьмой. Ну, а может быть, вы просто встретитесь или узнаете, или ощутите на себе магическое попадание, магическую атаку или магическую стрелу. Может быть, какие-то события, связанные с вашими родителями, особенно с мамой. Ну и как вас видят высшие силы? Кто вы по мнению высших сил? Ой, вы по мнению высших сил или молчун, или балабол. Ну, тут уже вы сами знаете, вы много говорите или мало говорите. Но также метла, по мнению высших сил, может быть, вы человек, на котором сконцентрирована энергия, от которой стоит избавиться, и она не всегда светлая. Чего искренне вам желаю, а мы же услышимся и до новых встреч. Пока-пока.